Ваш славянский оберег по дате рождения. Славяне делали обереги не только для защиты дома, но и для того, чтобы наделить людей особыми качествами. Сначала обереги и амулеты создавались из примитивных материалов, когтей животных, растений, камней и вещиц, снятых с поверженных неприятелей. Со временем их стали создавать из драгоценных материалов и дерева, нанося на заготовку обережные рунические символы, а затем проводили обряды, чтобы пробудить их защитные функции. У древних славян был свой гороскоп, названный по имени языческого бога Сварога Сварожьим кругом. Он делился не на привычные нам 12 знаков, а на 16 чертогов, и каждый человек, рожденный в определенное время, находился под покровительством какого-либо божества. Это учитывали при создании оберегов. Оберег подойдет вам по дате рождения, можно сделать самостоятельно или приобрести в специализированном магазине. Такой талисман поможет раскрыть уникальные способности, дарованные при рождении, а также убережет от многих невзгод и привлечет в жизнь счастье. Дева, 30 августа 22 сентября. Этот чертог наделяет людей спокойным характером, уверенностью, ясным умом и желанием занять позицию лидера честным путем. Рожденные под покровительством богини Дживы обладают исключительной интуицией, и оберег поможет им усилить шестое чувство, благодаря которому можно с успехом обходить неприятности стороной и достигать цели без промедления. Вепрь, 23 сентября, 14 октября. Этот чертог соответствует богу Рамхату. Люди, рожденные под этим чертогом, справедливы и упорны в труде. Они обладают отвагой и решительно вступают в бой с неприятностями. Славянский оберег поможет им усмирить упрямство, которое порой мешает добиваться успехов, а также эгоизм. Усилит талисман и аналитические способности, которые помогут достичь новых высот в работе и в учебе. Щука, 14 октября, 6 ноября. Людей, рожденных в этот период, охраняет Рожана, богиня денежного достатка и уюта. Она наделяет своих подопечных умением приспосабливаться к разным ситуациям, находить выгоду в любых делах и быстро обретать финансовое благополучие. Оберег поможет усмирить гордыню и эгоизм, а также добиться цели честным путем и избежать неприятностей, связанных с завистниками и недоброжелателями. Лебедь, 6-27 ноября. Этот чертог находится во власти богини Макаш. Людей она наделяет любовью к приключениям и риску. Они способны прийти на помощь и готовы пожертвовать своими интересами ради счастья близких, но часто страдают из-за импульсивных решений и неспособности правильно распределять время. Оберег лебедя поможет им избавиться от манипуляторов, усилит интуитивные способности и усмирит гордыню. Змей, 27 ноября, 16 декабря. Чертог змея находится во власти бога Семаргла, который наделяет людей расчетливостью и рациональным складом ума. По своей природе они консерваторы, часто эгоистичны и с трудом воспринимают критику в свой адрес. Оберег змея поможет людям, рожденным в этот период, обрести истинную любовь, смирение и подарит защиту от сглаза и порчи. Ворон, 16 декабря, 10 января. Покровителем выступает бог Коляда, наделяющий людей мудростью, способностью к врачеванию и исцелению недугов. Подопечные этого чертога обладают добрым нравом и природным обаянием. Оберег поможет им защититься от завистников, убережет от энергетических вампиров и усилит врожденные способности к целительству. К тому же такой амулет прибавит мудрости, необходимой для принятия решений в сложных ситуациях. Медведь, 10 января, 3 февраля. Сварог, покровитель этого чертога, наделяет людей выносливостью, мудростью и умением находить компромиссы. Сильные по натуре, но добрые и отзывчивые люди, рожденные в этот период, способны достичь всего, о чем мечтают, за счет упорства и честного труда. Оберег медведя поможет им укрепить биополе, оградить себя от злых людей и найти истинную любовь для создания крепкой семьи. Бусл, или аист, 3-28 февраля. Покровительство рода наделяет рожденных в эти дни честностью, любовью к ближним, желанием охранять близких. Они обладают чувством долга, ценят каждого человека и способны прийти на помощь в любой ситуации. Оберег усилит их выносливость, поможет противостоять клевете и подарит защиту от любого отрицательного влияния со стороны. Волк, 28 февраля, 25 марта. Волки находятся под защитой Велеса. Эти люди – истинные приверженцы порядка, они чтут традиции и часто длительное время находятся в одиночестве. Они привыкли жить своим умом, редко прислушиваются к советам, поэтому добиваться успехов им сложно. Оберег помогает представителям этого чертога обрести гармонию и умиротворение, найти любовь и усиливает творческие способности.
Лиса 25 марта, 17 апреля. Марена, хозяйка этого чертога, наделяет людей хитростью и дальнозоркостью. Они способны добиваться всего, о чем мечтали, но предпочитают стяжать славу чужими руками. Прирожденные манипуляторы, лисы способны на подлость, поэтому часто испытывают на себе удары судьбы. Оберег усилит дипломатические качества, поможет в обучении и прибавит сил для преодоления трудностей на пути к счастью. Тур, 17 апреля, 9 мая. Этот чертог находится во власти бога Крушиня, который наделяет своих чад трудолюбием, целеустремленностью и ответственностью. Прямолинейные туры часто страдают из-за неуместных высказываний, и амулет поможет им, усмирив желание спорить и доказывать правоту недоброжелателям. Оберег способен оградить от зла и подарить силы, необходимые для преодоления препятствий. Лось, 9 мая, 1 июня. Чертог во власти богини Лады наделяет людей добрым нравом. Они честны, открыты для любви и общения, однако способны проявить характер, если нужно достичь цели. Лоси справедливы и спокойны, поэтому им сложно противостоять обманщикам и льстецам, способным плести хитрые паутины интриг. Оберег поможет рожденным под этим знаком уберечься от влияния манипуляторов и обрести взаимную любовь. Финист, 1-23 июня. Вышень наделяет людей, рожденных в этот период, умением стойко переносить невзгоды, оптимистично смотреть в будущее и мыслить рационально. Несмотря на это, финисты подвержены частым перепадам эмоций, что мешает им наслаждаться жизнью и добиваться поставленных целей. Оберег поможет им справиться с неудачами и усилит интуицию. Финистам важно верить своим предчувствиям, которые подскажут верное направление к успеху. Конь, 23 июня, 16 июля. Этих людей оберегает Купала, заботливый бог, наделяющий своих чад смирением, ответственностью и навыками наставников. Оберег поможет коням избавиться от сильного чувства долга и склонности к гиперопеке, которая нередко мешает им в общении с собственными детьми. Талисман также помогает в обучении. Орел, 16 июля, 7 августа. Орлы находятся под защитой самого Перуна, бога доблести и отваги. Они выносливы, бесстрашны и жаждут приключений, чтобы испытать себя на прочность. Подопечным этого чертога свойственно увлекаться, рисковать и давить своим авторитетом. Оберег поможет им усмирить пыл и эмоции, научиться мыслить рационально и отказываться от опасных авантюр. Рас, 7-30 августа. Люди расы рождены под пристальным вниманием Тарха. Они активны и общительны, уверенно чувствуют себя в любой обстановке и привыкли рассчитывать только на себя. Оберег поможет им стать увереннее, не ошибаться при принятии сложных и ответственных решений, а также убережет от переутомления.